7 мест на Земле закрыты для посещения навсегда. В одном из них радиационный фон превышает смертельный порог в 400 раз. В другом за последние 100 лет бесследно исчезло более 1000 человек, и ни одно тело так и не было найдено. Третье место официально существует на картах, но правительство страны отрицает любую информацию о том, что там происходит. Сегодня мы разберем 7 мест, каждое из которых скрывает тайну, способную изменить твое представление о том, насколько этот мир на самом деле безопасен. Мы пройдем через засекреченные зоны, природные ловушки и места, где законы физики, похоже, работают иначе. Оставайся до конца. Последний объект в этом списке официальная наука предпочитает не обсуждать. Начнем с места, которое выглядит как рай, но убивает за минуты. Остров Северный Сентинель расположен в Бенгальском заливе, в 1200 километрах от материковой Индии. Площадь острова около 72 квадратных километров. Это примерно размером с небольшой европейский город. Индийское правительство официально запретило приближаться к острову ближе, чем на 3 морские мили. Нарушителям грозит уголовное преследование. Причина запрета – племя сентинельцев. Они живут на острове не менее 60 тысяч лет. Это не преувеличение. Именно такую нижнюю границу называют генетики, изучавшие ДНК похожих изолированных групп. Сентинельцы убивают любого, кто пытается высадиться на берег, без предупреждения, без переговоров. В 2006 году они убили 2 рыбаков, чья лодка случайно приплыла к острову ночью. Индийские власти попытались забрать тела, вертолет обстреляли стрелами. Тела так и остались лежать на берегу. В 2018 году американский миссионер Джон Аллен Чоу нелегально добрался до острова. Он хотел принести сентинельцам христианство. Он оставил записку, в которой написал: «Господь, разве это не стоит того, чтобы потерять жизнь ради этих людей?» На следующий день местные рыбаки наблюдали с безопасного расстояния, как сентинельцы волокут его тело по пляжу. Индийское правительство объявило, что не будет добиваться ни тела, ни справедливости. Никто не знает, что происходит на этом острове, никто не знает, сколько их там, и никто из современного мира туда не вернется. Но если Северный Сентинель опасен из-за людей, следующее место убивает без всякого участия человека. Зона отчуждения Чернобыля. 30 километров вокруг взорвавшегося в 1986 году реактора официально закрыты для постоянного проживания. Сам реактор, 4-й энергоблок, накрыт саркофагом весом 36 тысяч тонн. Это сопоставимо с весом 360 железнодорожных вагонов. Новый защитный купол, построенный в 2016 году, обошелся в 1,5 миллиарда евро и стал крупнейшей мобильной конструкцией в истории человечества. Внутри реактора, в так называемой комнате слоновьей ноги, уровень радиации до сих пор составляет около 8000 рентген в час. Смертельная доза для человека от 400 до 500 рентген за несколько часов. Это значит, что 4 минуты в этой комнате дают тебе 50% шанс погибнуть. В 1986 году ликвидаторы работали в этой зоне без нормальной защиты. Советское государство засекретило данные о реальном облучении. Но вот что ученые не афишируют широко. В 2019 году исследователи обнаружили внутри саркофага грибок Cladosporium sphaerospermum. Этот грибок не просто выживает в условиях смертоносной радиации. Он питается ею. Радиация для него – источник энергии, как солнечный свет для растений. Как это возможно с точки зрения биологии? Официальная наука пока не может дать исчерпывающего ответа. Жизнь нашла способ адаптироваться к условиям, которые по всем расчетам должны были уничтожить любой живой организм. Напиши в комментариях, из какой ты страны. Интересно, где нас смотрят люди, которым важны такие темы. Зона отчуждения пугает тем, что мы сами это создали. Следующее место пугает тем, что создала природа, и мы до сих пор не понимаем, как. Море Дьявола. Участок Тихого океана между Японией, Филиппинами и Гуамом. Его второе название – Тихоокеанский Бермудский треугольник. Координаты – примерно 25 градусов северной широты и 135 градусов восточной долготы. Площадь аномальной зоны – около 1 миллиона квадратных километров. С 1952 по 1954 год в этом районе бесследно исчезли 5 японских военных кораблей. Японское правительство отправило исследовательское судно Кайо Мару номер 5
чтобы изучить аномалию. Судно исчезло вместе с 31 членом экипажа. Больше никаких следов. Японские власти в 1955 году официально объявили этот район опасным для судоходства. Магнитные приборы в этом районе показывают отклонения, которые не объясняются ни геологией дна, ни особенностями течений. Глубина океана здесь достигает 8600 метров. На дне этого района активные подводные вулканы, которые периодически поднимают со дна облака газа. Теория о том, что корабли тонут из-за внезапного выброса метана, существует, но она не объясняет, почему исчезают не только корабли, но и самолеты, летящие на высоте нескольких тысяч метров. Метан до них не достает. Ученые предпочитают менять тему от тайн океана к тайнам суши. Долина смерти в Калифорнии. Место, которое знают все, но мало кто знает о конкретных числах. Летом 2021 года температура воздуха здесь достигла 54,4 градуса Цельсия. Абсолютный рекорд для обитаемых территорий Земли. Температура почвы при этом превышала 80 градусов. Это горячее, чем вода в большинстве домашних душей на максимальном нагреве. Но настоящая загадка Долины смерти – это движущиеся камни озера Рейстрек-Плая. Камни весом до 320 килограммов перемещаются по высохшему дну озера, оставляя за собой борозды длиной до 250 метров. Никто никогда не видел, как они движутся. Камни двигаются, но поймать их за этим занятием не удавалось десятилетиями. В 2014 году ученые из Скрипсовского океанографического института наконец зафиксировали процесс на камерах. Оказалось, что зимой на дне озера образуется тонкий слой льда. Ветер двигает лед, а лед толкает камни. Но объяснение не закрывает вопрос, оно его открывает. Для образования нужного льда нужно строгое сочетание ночного холода, дневного тепла и конкретного количества воды. Это сочетание повторяется раз в несколько лет. Камни движутся не каждый год, а борозды от разных камней параллельны. Значит, они двигаются одновременно в одном направлении при одних условиях. Природа создала механизм точности, которому позавидовал бы инженер. Если подпишешься на канал Pierre Finds, каждую неделю будешь получать такие разборы. Глубокие, с цифрами, без воды. От природных загадок к рукотворным тайнам. Зона 51 в штате Невада давно стала символом секретности. Но настоящий уровень засекреченности этого объекта понимают единицы. База расположена в 130 километрах к северо-западу от Лас-Вегаса. Официально она называется авиационная база ББСША Неллис, испытательный полигон Грум-Лейк. ЦРУ официально признала существование базы только в 2013 году, через 67 лет после ее создания. Воздушное пространство над зоной 51 – одна из немногих постоянно закрытых бесполетных зон в мире. Периметр охраняется датчиками движения, камерами и вооруженными патрулями. На знаках при въезде написано, что охрана имеет право применять оружие на поражение без предупреждения. Это не метафора. Рассекреченные документы подтвердили, что здесь испытывались самолеты-шпионы Ю-2 и СР-71 Blackbird. СР-71 до сих пор остается самым быстрым пилотируемым самолетом в истории – 3529 км в час. Этот рекорд не побит с 1976 года. Но вот вопрос, который официальная версия не выдерживает. Если все, что там испытывалось, уже рассекречено, почему режим секретности не ослаб ни на 1%? Каждый год правительство США тратит на охрану периметра этой базы суммы, которые не фигурируют ни в одном открытом бюджете. Журналисты, пытавшиеся приблизиться к периметру с профессиональной техникой, задерживались, их оборудование изымалось. Не как угроза, а как рутинная процедура. То, что там происходит сейчас, наука молчит. От закрытых военных объектов к месту, где сама Земля не хочет тебя принимать. Врата ада в Туркменистане. Официальное название Дарваза – газовый кратер. Диаметр 69 метров, глубина около 30 метров. Это примерно размером с половину футбольного поля в ширину и высотой с 10-этажный дом в глубину. Все это пространство заполнено открытым огнем уже более 50 лет.
В 1971 году советские геологи бурили здесь в поисках нефти. Земля под буровой установкой обвалилась, образовав гигантскую яму. Из кратера начал выходить природный газ – метан. Геологи приняли решение поджечь его, чтобы предотвратить отравление окрестностей. Они ожидали, что газ выгорит за несколько недель. Кратер горит по сей день. В 2013 году президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов официально приказал потушить кратер. Специалисты изучили вопрос и сообщили, что не знают, как это сделать. В 2022 году приказ повторил уже новый президент страны. Результат тот же. Современная инженерия не может потушить пожар, который сама же случайно разожгла. В 2013 году канадский путешественник Джордж Карониос стал первым человеком, спустившимся на дно кратера в специальном жаропрочном костюме. Он провел там 17 минут. По его словам, на дне оплавленные каменные стены и полная тишина, кроме рева огня. Температура у поверхности дна превышала 1000 градусов Цельсия. Карониос сказал, что это единственное место на Земле, где он по-настоящему понял выражение «конец света». Но если врата ада видны невооруженным глазом, следующее место скрыто под землей, и именно поэтому оно пугает больше всего. Подземный город Деренкую в Турции. Обнаружен случайно в 1963 году, когда местный житель сносил стену в своем подвале и обнаружил за ней проход. За этим проходом скрывался город, способный вместить от 20 тысяч до 50 тысяч человек. Глубина Деренкую – 85 метров. Это примерно 28 этажей вниз. Город имеет 18 подземных уровней, хотя открыты для туристов только 8-й. Ученые до сих пор не исследовали нижние уровни полностью. Внутри – жилые помещения, кухни, конюшни, церкви, школы, винные погреба и системы вентиляции. Вентиляционные шахты уходят вертикально на всю глубину. Даже на 85-метровой глубине воздух в Деренкую пригоден для дыхания. Возраст постройки, по разным оценкам, от 2800 до 5000 лет. Официальная наука считает, что город строили хеттские племена, спасаясь от набегов. Но здесь возникает вопрос, который ученые предпочитают обходить стороной. Строительство 18 подземных уровней без современной техники, системы вентиляции, которая работает спустя тысячи лет, это не просто трудозатраты. Это точный инженерный расчет, который требует понимания аэродинамики, геологии и архитектуры на уровне, несовместимом с эпохой медных инструментов. Каждый вентиляционный канал расположен под углом, обеспечивающим естественную тягу. Это не случайность, это проект. Мы до сих пор не можем с уверенностью сказать, кто именно рассчитал эту систему и каким образом. Итак, 7 мест, которые задают один и тот же вопрос разными голосами. Северный Сентинель – остров, на котором живут люди, принципиально отвергающие весь остальной мир, и государство их в этом поддерживает. Чернобыльская зона – место, где жизнь нашла способ питаться смертью, и мы только начинаем это понимать. Море Дьявола – участок океана, куда уходят корабли и самолеты, не оставляя ни обломков, ни ответов. Долина смерти – пейзаж, где природа сама себе режиссер и работает по расписанию, которое мы восстанавливаем по следам. Зона 51 – объект, который правительство 67 лет отрицало, а теперь признало, но сделало еще более закрытым. Врата ада – огонь, который человек зажег сам и не может потушить уже полвека. Деренкую – город глубиной в 28 этажей, построенный с точностью, недоступной для инструментов своего времени. Что объединяет все эти места? Ни одно из них не вписывается в ту версию реальности, которую нам принято считать полной. За каждым провал в знании, который официальная наука заполняет молчанием, гипотезами или засекречиванием. Человечество за тысячи лет освоило каждый континент, вышло в космос, расшифровало ДНК. Но до сих пор есть места, куда нельзя войти, вопросы, на которые нет ответа, и огонь, который нельзя потушить. Что из этого удивило тебя больше всего? Напиши в комментариях, и мы разберем это место в следующем видео отдельно и подробно. История — это не то, что закончилось, это то, что мы все еще не решаемся изучить до конца.
Но прежде чем мы закроем этот список, есть детали, которые остались за кадром. Детали, которые меняют картину полностью. Вернемся к Деренкую. В 1969 году турецкие археологи обнаружили, что подземный город соединен туннелями с соседним городом Каймаклы. Расстояние между ними по поверхности около 9 километров. Туннель проходит на глубине от 40 до 85 метров. Его высота в некоторых местах не превышает 1 метра 20 сантиметров. Взрослый человек передвигался бы там только согнувшись. Но длина этого перехода 9 километров под землей. Без электрического освещения, без современного бурового оборудования, без GPS-навигации, чтобы выдержать направление. Турецкие геологи в 2015 году провели сканирование грунта в районе Каппадокии. Результаты показали, под землей могут находиться еще от 30 до 200 неизвестных подземных объектов сопоставимого масштаба. Часть из них не раскопана, часть намеренно не исследуется. Официальное объяснение – нехватка финансирования. Но когда речь идет о потенциально крупнейшем подземном городе на планете, финансирование находят. Теперь вернемся к морю дьявола и добавим факт, который обычно выпускают из рассказа. В 1980-х годах японский рыбак по имени Кинуо Иноуэ описал опыт, который официальные источники зафиксировали, но не объяснили. Его небольшое судно попало в зону, где компас начал вращаться со скоростью нескольких оборотов в минуту. Небо стало приобретать зеленоватый оттенок. Двигатель работал, но судно не двигалось, как будто его держало что-то снизу. Через 40 минут все прекратилось. Иноуэ вышел из зоны, сориентировался по звездам и добрался до берега. Японский морской институт записал его показания. Потом дело закрыли без комментариев. Подобных показаний в японских архивах десятки. Разные люди, разные годы, одни и те же детали. Вращающийся компас, зеленоватое небо, ощущение остановки. Наука молчит. Совпадений такой плотности не бывает. Отдельного разговора заслуживает тема периметров. Каждое из этих 7 мест окружено запретом, но характер запрета разный. Северный Сентинель закрыт из соображений защиты самого племени, официально. Чернобыль закрыт из соображений радиационной безопасности, обоснованно. Зона 51 закрыта из соображений государственной тайны, без объяснений. А вот Деренкую открыт для туристов. Открыт, но только на 8 из 18 уровней. Вход на нижние уровни запрещен. Причина, которую называют официально – структурная нестабильность. Но нижние уровни были стабильны тысячи лет до того, как туда пришли туристы. Что именно сделало их нестабильными сейчас, не уточняется. В 2017 году группа турецких спелеологов самовольно спустилась ниже разрешенной отметки. Они дошли до предположительно 14 уровня. Там они обнаружили помещения с каменными нишами, расположенными строго по окружности. Размер каждой ниши примерно 180 на 60 сантиметров. Это размер человеческого тела. Что это? Усыпальница, хранилище, что-то третье? Спелеологи не успели разобраться. Их задержала турецкая жандармерия, материалы экспедиции изъяты. Официальных комментариев не последовало. Вернемся к зоне 51 и одному числу, которое все объясняет, или наоборот, запутывает. Бюджет Пентагона на засекреченные программы в 2023 году составил $26,3 миллиарда. Это официальная цифра из открытого бюджетного запроса. Засекреченный бюджет, в дополнение к этой сумме, не публикуется. По оценкам независимых аналитиков издания Federation of American Scientists, реальные расходы на секретные военные программы США ежегодно составляют от 50 до 80 миллиардов долларов. Для сравнения, весь годовой бюджет НСА в 2023 году – 25,4 миллиарда долларов. То есть на то, что скрывается, тратится больше, чем на исследование всего космоса. Это не конспирология. Это публичные данные, которые просто никто не ставит рядом. Теперь о Чернобыле. Еще один факт, который официальная история предпочитает не выделять.
В 2016 году, когда устанавливали новый защитный купол, рабочие обнаружили, что цепочка ядерных реакций внутри реактора не остановилась полностью. Она замедлилась до уровня, который не представляет немедленной угрозы, но не прекратилась. В 2021 году ученые из Института ядерных исследований Украины зафиксировали всплески нейтронной активности в одном из недоступных помещений реактора. Нейтроны — это сигнал продолжающейся реакции деления. Что именно происходит в тех помещениях, ученые не могут проверить физически. Уровень радиации не позволяет туда войти даже в защитном костюме. Они наблюдают издалека и пишут в отчетах, требуют мониторинга. Реактор, взорвавшийся 38 лет назад, до сих пор не мертв. Он просто медленно дышит в темноте под бетонным куполом. И последнее, о чем стоит сказать. Каждое из этих мест существует не в вакууме. Они существуют рядом с нами, на той же планете, в то же время. Северный Сентинель в нескольких часах лета от Бангкока с его небоскребами и скоростным интернетом. Деринкую в 3 часах езды от Анкары с ее университетами и исследовательскими центрами. Врата ада горят в стране, где есть президент, армия и инженеры, и никто из них не может потушить костер глубиной 30 метров. Мы привыкли думать, что мир изучен, что белых пятен почти не осталось, что неизвестное — это просто еще не исследованное, а не что-то принципиально недоступное пониманию. Но каждое из этих мест — маленькое доказательство обратного. Они не ждут, пока мы придем с оборудованием и разберемся. Они просто существуют. По своим правилам, по своему расписанию. Самое опасное место на планете — не кратер с огнем и не радиоактивный реактор. Самое опасное место — это уверенность в том, что ты уже знаешь все, что нужно знать.